Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и это вторая часть обучения трейдеров торговли по паттернам, где я рассказываю, как мы работаем на отбой от уровней с помощью вот этих сигналов, которые вы видите у меня на графике, о которых я говорил в предыдущем видео. Это разворотное дно, разворотная вершина, слабое дно, слабая вершина и двойное дно, двойная вершина. Двойное дно и вершина наверняка вам знакомы, а вот разворотное дно, разворотная вершина или слабое дно, слабая вершина, скорее всего, нет. И сегодня мы немножко поговорим о правилах этого паттерна, как мы входим, как работаем. Разберем пример, который был 15 октября в пятницу по золоту на минутном графике. После этого рынок обвалился на 80 пунктов, и потом мы видим снова разворотный паттерн. Но для начала откроем настройки и перейдем вот сюда, вот в этот раздел, который посвящен паттернам, двойное дно, двойная вершина. И вы меня спрашивали, как формируются эти сигналы, почему именно на этой свече паттерн завершился, или здесь он есть, а здесь его нет. Почему? Обратите внимание на количество настроек, которые у нас загружены вот здесь слева, видите, начиная от требовать до минимальное количество. То есть это все настройки паттернов, которые в моменте рассчитывает робот и выдает нам сигнал, готовый сигнал на вход в рынок. То же самое, слабое дно, слабая вершина, вот настройки. И разворотное дно, разворотная вершина. Тоже мы видим все настройки слева. Они уже по умолчанию заданы, их можно не трогать. И как только все параметры совпали, робот выдает нам сообщение о том, что появился сигнал. Например, как здесь RV, разворотная вершина. И все, что мы делаем, мы смотрим по левую сторону графика. Если у нас уровень, если у нас разворотная вершина, мы подразумеваем, что слева должен быть уровень сопротивления. И вот здесь мы видим, цена протестировала уровень, потом появился разворотный сигнал стрелочный, и потом паттерн. После того, как завершился паттерн, а паттерн завершается после пробоя середина, в частности разворотная вершина, у нас два варианта, как мы можем атаковать этот паттерн. Первый вариант — это пробой середины, как я уже сказал до этого. Пробили, мы нажимаем Sell, стопы уходят за паттерн. Take профиты на ближайших уровнях, например, смотрим налево, видим поддержку, это зона take профитов. Но мы, как правило, торгуем двумя позициями, где первую часть забираем на ближайшем уровне. В данном случае я взял первый профит здесь. И остаток позиции мы двигаем по пунктирной линии. Это линия волатильности, линия трейлинг стопа, что позволяет нам брать дополнительные пункты по мере того, как цена идет в нашу сторону. Второй способ входа по разворотной вершине: как только мы пробили середину паттерна и началась коррекция после пробоя, вот мы видим, здесь был достигнут минимум и рынок стал корректироваться. Как только цена пошла на коррекцию, мы берем инструмент Fibonacci, либо просто определяем это на глаз. 60% коррекции и выше — это sell зона. И здесь мы видим, рынок тикнул 60% коррекции, давая нам более выгодный вход. Но есть плюсы и минусы. Как я уже говорил в одном из предыдущих обучающих видео, пробой середины, если мы входим, вот здесь, может привести к очень сильному движению сразу. То есть рынок не выйдет на коррекцию. Если мы ждем 60%, ее может не быть, и мы пропустим трейд. И здесь во многом решает, будем ли мы торговать агрессивно либо консервативно, тренд-фильтр. Если тренд-фильтр желтый, обратите внимание вниз на момент формирования сигнала, тренд-фильтр желтый, то нет смысла ждать коррекции. Да, она может быть, да, это может быть более выгодный вход, но мы не торгуем против тренда, мы торгуем во флете, тренд-фильтр желтый. Следовательно, мы входим сразу. Идем дальше. Следующий паттерн. Мы видим двойное дно. Был ли уровень слева? Да.
рынок протестировал дно, и потом еще по правую сторону появилось слабое дно. Обратите внимание, следующий паттерн. Видите, да? Мы видим еще слабое дно. И тоже вариант, да? Пробой середины, buy, либо пробой, коррекция 60%. Возможно, мы здесь не дошли. Нет, мы здесь дошли, тоже тикнули. И затем снова стрелочный разворот на вершину, но уровня слева нет. Это агрессивный sell и пробой середины sell, либо 60% коррекции и снова sell. И обратите внимание, 3 подряд сигнала мы видим здесь. Понятно, что чем дальше вправо, мы видим, что это уже вечер, пятницы, тем рынок менее волатилен, и мы можем дольше сидеть в сделке и меньше зарабатывать, нежели если мы торгуем вот в этот активный период, когда движения, как правило, сильные, и мы можем за меньшее время забрать больше профита. Посмотрим на предыдущие дни. Покажу вам несколько еще сетапов, чтобы закрепить этот момент. Сигнал, который мы видели с трейдерами в закрытом чате в четверг, 14 октября, тоже по золоту. Мы видим уровень слева, зона сопротивления. Затем мы видим СВ. СВ – это паттерн разворота, один из самых сильных, слабая вершина. И 2 варианта входа. Сразу после того, как паттерн завершился, в данном случае на вот этой нисходящей свече, sell. Второй вариант – пробой середины и sell. Третий вариант – пробой середины. И то, что мы уже обсуждали, коррекция 60. И мы видим снова тик в тик. Цена дошла до 60% и sell. И смотрим на тренд-фильтр. В момент коррекции тренд-фильтр желтый. Мы видим вот здесь, в этой точке. Тем самым это наиболее консервативный, да, вход в рынок. И все обстоятельства, которые нам нужны, мы видим на графике в единицу времени. Паттерны, сигналы разворота, уровни и тренд-фильтр. Еще левее возьмем. Посмотрим предыдущий торговый день, еще один. И вот здесь мы с вами этот трейд уже обсуждали, сделка, которая у меня была. Мы видим здесь уровень, мы видим здесь паттерн, как я уже говорил, пробой середины buy, либо коррекция 60 buy. Но еще раз, обстоятельства, которые предшествуют сигналу. А какие это обстоятельства? Это уровень в первую очередь. Лучше, если у вас уровни строятся автоматом, и вы каждый раз определяете этот уровень одинаковым образом и видите его на графике. В моем случае синий прямоугольник – это зоны поддержки, красные зоны сопротивления. И когда цена подходит уже к готовому уровню, я жду паттерн возле этого уровня. Дальше я смотрю на тренд-фильтр. Если он красный, то лучше торговать более консервативно, то есть ждать пробоя середины коррекции. Если он желтый, можно торговать более агрессивно. И мы разбирали вот эти паттерны с вами. Здесь мы видим стрелочный возле уровня красного вершина. И если я, давайте так поближе сделаю, если я жду пробоя середины вот здесь, то у меня шорт где-то вот в этой области. Но посмотрите вниз, тренд-фильтр еще зеленый. Если я жду пробоя, да, как он уже вот здесь состоялся, и затем коррекции 60%, то давайте посмотрим. Мы видим на следующем баре мой тренд-фильтр желтый, более консервативный вход. И эти паттерны, слабые, разворотные, другие вершины, будут эффективны не только в боковике, но и при таких резких падениях. Посмотрите, как рынок валился, 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 и тут же остановился после квалифицированного сигнала. Идем еще. Тот же день, 13 октября. Мы видим здесь огромный паттерн. Слабая вершина. И почему здесь робот не определил? Потому что такие настройки, они у меня более жесткие. Если я смягчу настройки, идем вот сюда. Если я смягчу, например, слабое дно, слабая вершина, сделаю более, скажем так, лояльные, да, настройки, то появится то же самое двойное дно, двойная вершина. Вот, например, у меня есть такой фильтр, который называется
максимальная высота паттерна в пунктах. Вот здесь у меня стоит 350 пунктов. Если я поставлю, например, какую-нибудь большую цифру, то у меня очень вероятно появится паттерн. Даже вот здесь мы видим двойная, слабая. Чуть позже появилась двойная вершина, sell сигнал. Таким образом я могу менять настройки и получать больше сигналов, либо наоборот меньше сигналов в зависимости от того, как я хочу торговать, более активно, либо менее активно. Еще полистаем, закрепим материал. Вот здесь, посмотрите, день за днем, куча сигналов по паттернам. Вершина sell, уровень слева, вершина sell. Тренд-фильтр желтый, разворотное дно, вот здесь стрелочный buy. Стрелочный вершина sell, но мы видим, что тренд-фильтр зеленый и уровня нет. Пробой середины, коррекция 60 sell. Дальше мы видим дно, пробой середины нет, нет сигнала, тренд-фильтр красный. То есть здесь вообще входа нет по этому паттерну. За исключением у нас есть еще одна техника входа по паттернам. Это вход на правой стороне, самый ранний вход в рынок. Вход на правой стороне паттерна, но это достаточно агрессивный вход, и, возможно, в будущих тренингах мы будем разбирать и эту технику тоже. В общем, используйте эти паттерны для поиска и определения лучших точек разворота рынка, и чтобы они у вас тоже появлялись автоматически, то проходите по ссылке под этим видео, выбирайте премиум-версию, либо про-версию торговой системы Cluster Trader, либо Range Trader. Будут вопросы, пишите. И напоминаю, что сейчас мы устраиваем большой сейл в честь 5-летия обучения трейдеров. Вы можете пройти по ссылке под этим видео и ознакомиться со всеми предложениями. Обычно мы делаем такие офферы один раз в 2-3 года. И сейчас хорошая возможность, чтобы начать торговать более дисциплинированно, системно и прибыльно. Всего доброго и до встречи на онлайн-торговле.